Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Команда Никиты Михалкова совместно с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым и начальником Следственного комитета товарищем Бастрыкиным уже несколько недель подряд занимаются арестом вышестоящих эшелонов власти. В частности, команда Никиты Михалкова искала необходимые доказательства для полного ареста бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Сергея Шойгу за последнее время арестовывали уже несколько раз. Однако в связи с недостатком доказательств он всякий раз оказывался на свободе. Однако вчерашнее чрезвычайное событие, которое произошло в московском следственном изоляторе номер 4, поставило окончательную точку на аресте Сергея Шойгу. Стало известно, что вчера вечером бывший министр обороны Российской Федерации, который на данный момент обвиняется в получении крупных денежных взяток, злоупотреблением должностными полномочиями и поставкой некачественного оборудования в зону спецоперации, вошел в сговор с администрацией следственного изолятора города Москвы и потребовал свидания со своим бывшим заместителем министром обороны Тимуром Ивановым и своими двумя помощниками, которые также находятся в следственном изоляторе. Сергей Шойгу имел часовое свидание со своими бывшими заместителями, генералом Тимуром Ивановым и двумя другими помощниками. Однако после ухода из следственного изолятора Сергея Шойгу произошло чрезвычайное событие. Два бывших заместителя министра обороны Российской Федерации нашли мертвыми в тюремной камере. С помощью медицинской экспертизы, работы следствия и записей скрытых видеокамер удалось установить, что в результате отравления погибли два помощника Сергея Шойгу, которые находились в следственном изоляторе: 52-летний бизнесмен Игорь Котельников и глава управления госэкспертизы Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Магомед Хандаев. Сам же Тимур Иванов после общения с Сергеем Шойгу оказался в реанимации. С помощью записи видеокамер удалось установить, что Сергей Шойгу во время общения со своими заместителями в следственном изоляторе угощал их неопределенным напитком, похожим на чай, после чего двое мужчин скончались, а третий, Тимур Иванов, оказался в реанимации. К слову сказать, что пострадавшие и погибшие мужчины Тимур Иванов, Магомед Хандаев и Игорь Котельников замешаны в криминальных делах Сергея Шойгу, и у антикоррупционного комитета и товарища Бастрыкина возникает четкая версия, что Сергей Шойгу организовал массовое отравление своих бывших подельников. Тем самым бывший министр обороны Российской Федерации устранил свидетелей, которые могли дать показания против него. После чрезвычайного происшествия с участием Сергея Шойгу в следственном изоляторе министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и глава антикоррупционного комитета Никита Михалков дали краткий комментарий происшествию. По словам руководства антикоррупционного комитета, Сергей Шойгу своими преступными действиями полностью выдал свои планы, и теперь у Организации по борьбе с преступностью и коррупцией есть все необходимые доказательства для ареста бывшего министра обороны Российской Федерации. Надо отметить, что за последние 2 месяца в жизни бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу произошло несколько личных трагедий и криминальных происшествий. На данный момент в следственном изоляторе города Москвы находится и зять бывшего министра обороны Российской Федерации, известный спортсмен и блогер Алексей Столяров, который обвиняется по нескольким направлениям: поставка некачественного оборудования в зону спецоперации и финансовые и коммерческие незаконные операции. Также под следствием находится и дочь Сергея Шойгу, Ксения Шойгу. Женщина обвиняется по аналогичным статьям. Ну а в течение последнего месяца в жизни Сергея Шойгу произошли 2 семейные трагедии.
погибли два его родных сына, российский певец и блогер Даниил Шойгу и известный московский бизнесмен Сергей Шойгу. Оба они были замешаны в преступных деяниях своего отца. Младший сын Сергея Шойгу, российский певец и блогер Даниил Шойгу, погиб несколько недель назад в результате бегства из следственного изолятора города Москвы, а старший сын министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, известный бизнесмен, был найден мертвым в своей квартире. Ну и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. В Москве при помощи антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и товарища Бастрыкина начинается громкое судебное дело против семьи известной певицы Валерии и ее супруга, музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Известная семейная музыкальная пара будет обвиняться по нескольким направлениям, среди которых незаконная коммерческая и финансовая деятельность на территории России и ближнего зарубежья, связанная с недвижимостью, а также неуплата налогов на протяжении 2,5 лет. Судебный процесс начнется 1 сентября текущего года, так как на данный момент музыкальный продюсер Иосиф Пригожин находится в больнице. Сегодня утром сотрудники антикоррупционного комитета, известный композитор Раймон Паулс и актриса Анастасия Вертинская, которые находятся во Франции в деловой командировке, навестили легендарного известного мирового актера Алена Делона, который совсем недавно отметил 88-й день рождения. По словам сотрудников антикоррупционного комитета, Ален Делон, который на данный момент борется с онкологическим заболеванием и у которого совсем недавно была диагностирована болезнь Альцгеймера, на данный момент чувствует себя хорошо. За Аленом Делоном ухаживают дочка и внучка. Вчера вечером в Санкт-Петербурге при помощи сотрудников местного филиала антикоррупционного комитета и Следственного комитета товарища Бастрыкина был арестован музыкальный директор Андрея Макаревича, который незаконно оказался на территории Российской Федерации. На данный момент ведется следствие и выясняется истинная причина появления музыкального директора Андрея Макаревича на территории России. На этой неделе Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым провела несколько благотворительных мероприятий. Одно из них были перечислены 80 миллионов рублей для строительства 2 детских бесплатных больниц в городах Новосибирске и Махачкале. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.